Давайте честно, никто не мечтал в детстве по 12 часов стоять на кассе. К сожалению, не всегда именно от нас зависит, как мы будем жить эту жизнь. Что бы там ни говорили эти книжки по саморазвитию. Не всегда получится, знаете, просто встать с дивана и действовать. Есть еще куча внешних обстоятельств. Окружающие стимулы – это одна из тех вещей, в которые я со всей силы и искренне верю. Интенсивность окружающих нас стимулов действительно задает вектор, к которому мы двигаемся. Вот простой пример. Уверен, что с каждым хоть раз такое происходило. Идешь в магазин, тратишь время, выбираешь качественные классные фрукты. Отстаиваешь очередь, платишь за них, приносишь домой и бросаешь на нижнюю полку холодильника. Полностью забываешь о них и через пару недель выкидываешь с болью на сердце. А если бы эти самые фрукты стояли в вазе на столе, уже помытые? Какая вероятность, что многократно проходя мимо, вам бы не захотелось взять яблоко или мандарин? Уверен, что все было бы съедено и ничего бы не успело пропасть. Так вот, это история про те самые стимулы, которые чаще всего мы создаем себе сами, но не всегда. Есть множество обстоятельств, которые нам не подконтрольны. Например, родился в маленьком депрессивном городе, где с 14 лет все пьют, употребляют, курят. Окружение очень быстро затянет тебя и не захочет отпускать. Ну типа, ты лучше всех, что ли? Где родился, там и пригодился. Почти такая же штука происходит в магазинах. Работа довольно тяжелая, но очень проста в освоении. А самых простых базовых вещей хватит пары недель. А через полгода ты уже просто ветеран сетевой торговли. А дальше вся эта уже понятная рутина, вот эти выученные бизнес-процессы и знакомые коллеги, все это будет тебя удерживать на орбите. Поинтересуйтесь у знакомых из продуктовых торговых сетей, стало ли им легче работать за последние лет 5. Нет, большинству стало сильно тяжелее. Так почему же, если условия постоянно ухудшаются, люди продолжают там работать? Могу рассказать про себя. Я в свое время очень сильно залип именно на этой понятной рутине. Когда уже знаешь все правила работы и начинаешь их сам постепенно передавать коллегам, то появляется уверенность в своих действиях. Появляется желание делать еще больше и начинаешь искать для себя какие-то вызовы. Хочется брать все более сложные задачи. Идешь руководить большим каким-то магазином с оборотом там миллион в день. Отправляешься исправлять ситуацию в какой-то клинической точке, где все очень плохо. Да, все получается, то это очень сильно чешет ЧСВ. Все больше кажется, что ты приобретаешь какой-то очень важный опыт. Улучшаешь свои навыки, развиваешься. Ты непроизвольно сравниваешь себя и свой коллектив с сотрудниками в соседних магазинах. И остаешься доволен. К сожалению, это ложное чувство радости очень быстро проходит. А то беличье колесо, в котором ты оказываешься, только набирает обороты. Чем лучше ты выполняешь какой-то очень узкий и специализированный набор функций, тем довольнее тобой оказывается компания. Смотрите, какой хороший винтик. Он так старается. Накидывают условную прибавку к зарплате или могут перевести на следующую должность. Смотри, мы тебя ценим, мол. На самом деле ты им просто удобен. Проблема в том, что ты очень быстро обнаружишь, что тебя окружают исключительно люди из той сферы, в которой ты работаешь. Да, с ними комфортно, у вас схожие ценности, одинаковые проблемы и даже особый язык из таких специфических аббревиатур. И с ними ты словно изолируешься от остального мира. И это отупляет. Процесс незаметен, но неизбежен. У человека пропадает возможность просто иногда остановиться, посмотреть по сторонам, задать себе очень простые вопросы. А тем ли я занят? А какой у меня план? Или я просто плыву по течению. Я встречал десятки сотрудников, которые приходили на подработку буквально на лето, на пару месяцев. Но их так сильно затягивало, что они оставались тут на годы. Например, в самом первом перекрестке, который в Митино, до сих пор работает товаровед, который там со дня открытия. Есть огромная разница, когда человек отработал год и уходит. Или когда отпахал 10 лет и увольняется. Второй как будто из тюрьмы освободился. Да, слегка утрирую, но люди очень часто, уйдя из одной продуктовой сети, устраиваются в другую. При том, что нигде не лучше. Сети очень внимательно следят друг за другом, и условия работы у них очень схожи. Откровенно говоря, обратно возвращаются, потому что тут все очень привычно. И люди такие, а я больше ничего не умею. Если человек вырвался и все же решил обратно не возвращаться, то ему обязательно понадобится какое-то время для адаптации. И самое сложное – это перестать наконец ненавидеть окружающих и допустить мысль, что они не ненавидят тебя. Я уже как-то развернуто рассказывал, почему покупатели непроизвольно недолюбливают продавцов. И продавцы этого не могут не чувствовать. За месяцы и годы накапливается осадочек, знаете ли. В магазинах очень хорошо виден срез нашего общества. Сюда приходят и нищие пенсионеры, и приезжают обеспеченные товарищи на немецких авто. Продавцы ежедневно видят, какие именно продукты люди покупают и уносят себе домой. Видят, как они общаются с обслуживающим персоналом в виде сотрудников магазина. Они же для покупателя пустое место. И можно, не стесняясь, снять маску. К сожалению, очень быстро приходишь к выводу, что наше общество глубоко больно. Питаются граждане каким-то майонезом с пивом, норовят постоянно что-то своровать, кричат на сотрудников, ненавидят своих детей,
и при этом считает себя сильно лучше окружающих. Разочарование в людях наступает очень быстро. Буквально через полгода в сотруднике накапливается вот эта критическая масса негатива, и он начинает буквально ненавидеть окружающих. Ну или в лучшем случае относиться вот к всем этим скандалистам как немножко странным и блаженным. Если у продавцов поинтересоваться, что в их работе больше всего раздражает, то кроме маленьких зарплат, бесконечных переработок, ночных инвентаризаций, они обязательно отметят работу с людьми. Для большинства именно этот момент является самым болезненным. Если когда-нибудь попадете в сетевые продукты, то постарайтесь не замыкаться у них. Это не так легко сделать, но очень важно держать в голове какую-то тактику на жизнь. Иначе можно однажды проснуться и обнаружить, что пошел второй десяток вашей подработки здесь, и обратно это будет уже не отмотать. И про эту неприязнь к окружающим. Есть мнение, что ее никак не получится избежать. Это такая профдеформация, которая в торговле никого не обойдет. В любом обществе до 3% населения тепленькие. Из 2000 человек, которые каждый день приходят в магазин, кто-то точно окажется из этой категории. Можно всю жизнь прожить, избегая таких кадров. Но в магазине встреча с ними неизбежна. Надо принять этот момент как часть работы, чтобы сохранить нервы, потому что они вам понадобятся, когда вы наконец уволитесь.